Buongiorno, Stop Game! В эфире новости игрового мира. Иной раз посмотришь презентацию от какой-нибудь крупной игровой компании, а впечатление, ну такое. А потом врывается какая-нибудь Nacon и на тебе, анонс за анонсом. Но давайте по порядку. Сразу две игры по Говарду нашему Лавкрафту независимо друг от друга представили разработчики из студии Big Bad Wolf и Ace Team. Первые выкатили трейлер Cthulhu The Cosmic Abyss, нового психологического триллера, в котором нам предстоит не сойти с ума, исследуя руины легендарного Рельеха. По сюжету в 2053 году жалкие людишки решили сунуться на самое дно Тихого океана, чтобы осваивать нетронутые ресурсы. Однако посланные на добычу шахтеры перестали выходить на связь, и на их поиски отправляется секретный агент Интерпола, специалист по оккультизму по имени Ноа. Вместе со своим искусственно-интеллектуальным компаньоном герой будет решать головоломки и выживать в лабиринтах владений Ктулху. Релиз в следующем году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Вторая игра называется The Mount – Omen of Cthulhu, а вот это уже кооперативный приключенческий экшен с элементами хоррора в духе Lethal Company. Герои отправляются в экспедицию на отдаленный остров в поисках сокровищ. Собираем инвентарь, высаживаемся на берег, ныряем в джунгли и сталкиваемся там с неведомым ужасом и древним безумием. Проект стартует в этом году на тех же платформах. Что еще показали? Фолк-хоррор The Fading of Nicole Wilson. Здесь мы в роли юной девушки по имени Брит поедем искать привидения в мрачный отель Timberline. И, как нетрудно догадаться, слухи об этом месте окажутся правдивыми. Ждем игру в этом году на ПК, пятой плойке, серийном карабоксе и свитче. Если имя Styx вам о чем-нибудь говорит, то наверняка вас обрадует анонс Styx Blades of Greed, продолжение той самой серии стелс-экшенов о хитроумном гоблине от Cyanide Studio. В свежем проекте разработчики намерены развить знакомые механики и углубить стелс благодаря новым инструментам и способностям в арсенале нелюдя-протагониста. Выйдет игра в четвертом квартале текущего года. Полюбившийся многим в минувшем году Robocop Rogue City получит полноценное DLC Unfinished Business. Робот-полицейский попадет в жилой комплекс OCP Omni Tower, захваченный группой наемников. Каждый этаж полон ловушек и кожаных ублюдков, с коими мы будем расправляться при помощи нового вооружения. Кроме того, нас ждет серия флешбеков, в которых играть предстоит за Алекса Мерфи до становления его киборгом. Unfinished Business стартует этим летом. Наконец показали и несколько трейлеров уже анонсированных тайтлов. Хоррор The Occultist, повествующий о похождениях исследователя паранормальщины на жутком острове Godstone, решили перенести. Так что махать кадилом, шарить по туманным улицам и заброшкам нам доведется только в 2026. А вот экшен Hell is Us, авторы которой подкинули в трейлере больше геймплейных кадров, выйдет точно в срок 4 сентября. В свежей демонстрации особое внимание уделили исследованию локаций и взаимодействию с персонажами. Как и все означенные тайтлы, выйдет игра на ПК, PS5 и Xbox Series. Глянуть трейлеры, а также всю презентацию целиком, таки я вам не про все показанные игры рассказал, можете по ссылке в описании. Студия Frogwares запустила кикстартер-кампанию по сбору денежек на The Sinking City 2. Неравнодушные тут же принялись швыряться купюрами в экран и полностью собрали установленную сумму в 100 тысяч евро в первый же день. Разработчики также выкатили свежий геймплейный трейлер, который прокручивается сейчас на экране. Сиквел не самого удачного, но дюже атмосферного хоррора по мотивам произведений Лавкрафта отправит нас в Америку 1920-х годов, в город Аркхэм, жители которого страдают от кошмаров и, опять же, сверхъестественного наводнения. Детали сюжета раскроют попозже, а пока наше внимание обращают именно на элементы игрового процесса. По старинке мы будем исследовать город, общаться с его обитателями, разбивать лица чудовищам, собирать материалы для создания предметов и не давать герою поехать кукухой. The Sinking City 2 готовит к выходу на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Дата выхода неизвестна. Почетными косареносцами на этой неделе становится, во-первых, Angry Zombie, которая детально распилила Thief Deadly Shadows и сравнила ее с предыдущими частями, с целью определить, так ли неоднозначна третья часть.
а во-вторых, пользователь под ником Era, рассказавший, как устроена The Long Dark и почему это один из самых проработанных симуляторов выживания. Поздравляю и ждите мерные постукивания в личку на сайте. Ходят слухи, что Microsoft готовит переиздание серии Gears of War. Инсайдеры подсуетились и выкатили немного подробностей. Одни говорят, что сборник выйдет в первой половине августа и доступны будут в том числе на PlayStation, но в сборнике не будет соревновательных заруб. Другие сообщают, что коллекцию заанонсят на презентации Microsoft в этом году и одновременно пустят ее на ПК, плойку и Xbox Series. А еще говорят, что новую Gears of War E-Day мы вряд ли увидим в текущем году. Скорее всего, релиз состоится только в 2026. Создатели Kingdom Come Deliverance 2 сообщили, когда в игру завезут официальную поддержку модификаций — 13 марта. Причем это будет не тупо добавление функции загрузки модов через мастерскую Steam, но еще и полноценный инструментарий для их сотворения. Warhorse вложит в руки энтузиастов практически все инструменты кастомной версии CryEngine. Благодаря этому игроки смогут создавать новый контент, даже квесты, но для крутых поделок придется освоить движок. Поддержка модов появится вместе с патчем 1.2, который также улучшит баланс и починит ряд багов. Монолитов больше нет, но ностальгия по былым временам, в частности по дилогии Condemned, осталась, как и сооснователь студии Jace Hall, на днях изъявивший пылкое желание своими руками взяться за ремейки обеих частей. И ему ведь даже не придется ни с кем грызться за права, ведь Hall является единоличным их обладателем. При этом он просит фанатов ничего не ждать, это не анонс, не обещание, а просто идея. Впрочем, ее уже успел подхватить Сэмюэл Вильяреаль из Night Dive Studios и предложил инициатору свои услуги для перевыпуска тайтлов на современных платформах. Если это действительно случится, я буду орать вот как этот господин. Ну что, товарищи, батя в здании, Юсеф Фарес, похоже, выкатил очередной шедевр. Split Fiction стартовала только вчера и стала первой после выхода Mass Effect 3 игрой от Electronic Arts, которая набрала больше 90 баллов на метакритике. Журналисты хвалят игру за изобретательность и эмоциональную глубину, отмечая, что Split Fiction поднимает планку кооперативных проектов. Она вполне может забрать игру года в 2025. Мы с Семеном вчера лично убедились в том, что тайтл по-настоящему хорош, но подробнее расскажем в обзоре. Проект доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, но без перевода на русский язык. Нил Дракман в очередном интервью дал фанатам понять, что третья часть The Last of Us не факт, что вообще выйдет. Если ранее президент Naughty Dog сообщал, что вот, мол, у него уже и наброски сюжета для новой части есть и что готов он за игру взяться, то теперь он говорит следующее. Не рассчитывайте на то, что будет больше The Last of Us, возможно, это конец. В 2023-м студия отказалась от онлайн-спин-оффа Ластухи. В данный момент она трудится одновременно над несколькими сингл-проектами, что как бы намекает на попытки студии выйти за рамки лишь одной франшизы. Да и стоит ли их в этом упрекать? А с новостями у меня все. Залетайте на сайт stopgame.ru и читайте статью Кирилла Волошина о годных играх, которые вы могли пропустить в феврале. Заранее поздравляю всех дам с надвигающимся праздником и услышимся на следующей неделе.